Всем привет! Сегодня будем собирать датчик линий для EF3 на базе такой линейки с Алиэкспресса. Линейка выглядит следующим образом. По сути, для ее работы ее нужно запитать и считывать показания с аналоговых пинов. Для этих целей будем использовать Arduino Nano. То есть Arduino будет считывать показания с датчика, обрабатывать их, находить отклонения и возвращать нам ошибку для регулятора и текущее состояние перекрестков. Как раз 8 аналоговых пинов, расположенных в ряд, идеально садятся на датчик. Но использовать такое соединение у нас, к сожалению, не получится, так как пины А4 и А5 нужны для аппаратной шины A2C для связи с EF3. Но к нам на помощь приходит 16-канальный мультиплексор. Для работы с ней нужно подать двоичным кодом номер пина, куда мы хотим считывать показания, и получить их с пина SIG, сигнал. В целом на этом можно было бы и остановиться, припаяв провод EF3 напрямую к плате Arduino, но мы добавим еще порт для провода EF3 для удобства, также модуль адресной светодиодной ленты для отслеживания состояния датчика, так как иначе придется постоянно мониторить состояние через Arduino IDE, что дико неудобно. Также у нас будет кнопка для переключения датчика с обычного режима в калибровочный, опять же, чтобы датчик был более автономным и нам не пришлось постоянно вбивать откалиброванные значения вручную. В итоге для создания датчика нам понадобится сама линейка, Arduino Nano, 16-канальный мультиплексор, модуль светодиодной ленты, порт для провода EF3, кнопка, корпус, провода и паяльник с расходниками. Если вам не хочется заморачиваться с пайкой датчика или закупкой компонентов, вы можете купить готовый датчик или компоненты для сборки по ссылке в описании. Приступим к сборке. Принципиальная схема выглядит следующим образом. Для начала припаяем 9 пинов, начиная от AR до D8 к датчику, то есть все пины, кроме GND и VTC. Обратите внимание, что лучше сначала припаять один пин, затем, подплавив припой, выровнять ножки и только потом припаивать остальные, так как наша конструкция по сути будет таким неким бутербродом, и кривые пины могут создать фатальные проблемы в будущем. Далее припаяем мультиплексор согласно схеме и пины для Arduino. Если подставить ардуинку на свое место, то пины с линейки через мультиплексор будут входить в пины ардуинки. Этого нам не надо, поэтому нужно будет откусить их кусачками или припаять ардуино чуть выше. Далее припаиваем провода питания к датчику и сигнальный пин с мультиплексора к ардуинке. На этом этапе можно проверить работоспособность датчика. Для этого откроем прошивку и раскомментируем отладочную функцию в начале функции loop и загрузим ее. С этой тестовой прошивкой датчик должен считывать показания и выводить нам в монитор порта показания каждого датчика. Если на черном и на белом показания отличаются, примерно на 100 единиц, значит все в порядке, все припаяли удачно, все датчики работают. Далее припаем кнопку к пину D11, а другую сторону потянем к земле. Соберем все в корпусе и припаяем светодиодную ленту. Для этого ее нужно запитать и подпаять пин D1, D-input, пину D8 на Arduino. Также на этом этапе можно еще раз проверить прошивку. Для этого нужно запитать Arduino, и светодиодная лента должна загореться зеленым на долю секунды. И если зажать кнопку, некоторое время должен включиться калибровочный режим, в котором светодиодная лента светится желтым, и датчик калибруется. Далее припаем порт для провода EF3. В целом это все, у нас получился такой вот датчик. Давайте его проверим. Датчик возвращает 2 байта информации. В первом байте хранится информация о центре черной линии. У такой линейки центр черной линии может быть в 15 уникальных положениях. То есть он может быть на первом датчике, между первым и вторым, на втором, между вторым и третьим и так далее. То есть таких положений всего 15 штук. То есть, соответственно, в первом байте возвращается информация о центре черной линии. Это число от 0 до 14. Это получается позиция центра черной линии. Для того, чтобы посчитать отклонение для регулятора, вы можете из целевого значения, то есть, например, из семерки вычесть текущее. Это будет ошибка для регулятора. Если вы хотите ехать не по центру черной линии, вы можете целевое значение поменять, и, соответственно, робот чуть-чуть сместится по линии. Также во втором байте возвращается информация о перекрестках. Это как бы
код перекрестка. Их всего в данный момент существует 4 штуки, точнее 5 штук. Это число от 0 до 4. То есть если ситуация 0, это означает то, что датчик видит черную линию, но не видит перекрестков каких-либо. То есть штатный режим, робот едет по линии. Если датчик возвращает единицу, это означает о том, что робот потерял линию, то есть все датчики видят белый. Если двойку, это информация о том, что датчик наехал на X-образный и на T-образный перекресток, и 3 и 4 это G-образные перекрестки налево и направо. Номер кода перекрестка можно поменять в прошивке функции cross-detect. Сейчас. Вот есть функция cross-detect, в котором из бинарных значений восстанавливается 1 байт и проверяется на какие-то заранее заготовленные шаблоны. То есть если все датчики видят 0, то есть все датчики видят белый, возвращается единица. Если все видят черный, то возвращается двойка, это X-образный перекресток. Вот также здесь вот варианты для перекрестков налево и направо. Если вы хотите добавить какой-то новый перекресток, вы можете сделать здесь, или добавить, расширить текущие перекрестки, добавив еще несколько вариантов, например, там, для X-образных перекрестков или для G-образных, в зависимости от того, как ваш датчик будет видеть перекрестки на поле. Эти 2 байта можно было бы объединить в 1 байт, да, потому что у нас центр черной линии помещается в 4 бита, и в остальных 4 битах мы можем закодировать до 16 разных видов перекрестков. Но, как практика показала, отправлять 2 байта выгоднее, потому что так программа работает быстрее. Потому что если это все собирать в одном байте, отправлять, это еще нужно будет на стороне F3 это все дело декодировать и снова как бы вытаскивать 2 отдельных числа, что занимает больше времени. Проверим работоспособность датчика. Запустим такую программу на клевере. Здесь мы получаем 2 байта информации из датчика. Первое это центр черной линии, мы сразу высчитываем ошибку. И второе это информация о перекрестках. Ну и потом в бесконечном цикле вводим все дело. В целом показания у нас корректные, датчик уже откалиброван. Если вот датчик теряет черную линию, то мы видим, что перекресток у нас 1, то есть линии нет. Вернули на линию, ошибка появилась, перекресток стал 0. В целом все работает корректно. На перекрестках светодиодная лента горит синим, и показания тоже возвращаются корректными. Сейчас вот попробуем поймать Г-образный перекресток. Тоже все замечает. Так, давайте сейчас проверим программу на EV3G. Для этого напишем такую простенькую программу. Обратите внимание, что считывать байты нужно в обратном порядке. То есть у нас 8 байт – это информация о центре черной линии, и 7 – это информация о перекрестках. Сейчас мы выводим центр черной линии, да, не ошибку, поэтому у нас число не от минус 7 до 7, а от 0 до 15. На F3G тоже в целом все работает корректно, перекрестки видятся, только это происходит чуть медленнее. Результаты скоростей считывания. EV3G получилось примерно 70 считываний в секунду, а на клевере 85. Попробуем поездить. Робот уверенно держит линию, замечает перекрестки, выравнивается даже вот с достаточно кривых положений. Роботу тяжело потерять линию, потому что 8 датчиков на линейке создают достаточно большую область, на которую робот реагирует. Также из-за структуры линейки ошибка получается линейной. Это хорошо сказывается при выравнивании. Я не сильно подбирал там коэффициенты, высоту датчика от поля. Думаю, что если этим более плотно заняться, можно достичь более быстрых выравниваний. Единственное, иногда показания датчика дребезжат, то есть ширина линии, например, на 2 датчика, но периодически может становиться 3. И из-за этого робот чуть-чуть дергается на прямых линиях, но это можно решить изменением расстояния между полем и датчиком.